Stray — это очень сильно захайпленная игра в стиле киберпанк, в которую мы будем играть за кота. Это все, что вам нужно знать. Побыв в мире кота пару часов, а также почитав мнение других пользователей, я готов поведать вам правду об этой игре. Сразу говорю, что здесь не будет воды, от слова совсем. Все будет строго, интересно, линейно. Для начала, чтобы вы понимали, насколько эта игра захайплена, она вышла менее недели назад, но уже обогнала God of War, что позволило ей занять первое место среди самых высокооцененных игр 2022 года в Steam. Это практически то же самое, если бы люди сравнивали Mercedes с бюджетом 300 миллионов и китайский Haval с бюджетом 50 миллионов. И все бы в один голос кричали, что Haval лучше и круче, очень многообещающий. Начну, пожалуй, с графики, ведь книгу судят по обложке, да? Графика здесь не сказать, что Next Gen, есть некоторые бюджетные косяки с анимацией и редкие огрехи с размытием текстур вокруг шерсти нашего главного героя. Но даже так котик выглядит весьма цивильно. Да и в основном все здесь выглядит симпатично из-за грамотного освещения. Да о чем я вообще говорю? Благодаря освещению и хорошей проработке города, каждый скриншот, сделанный в игре без какого-либо нацеленного ракурса, это маленький шедевр. О главном герое практически ничего не известно, это просто кот, только и всего. Правда, он здесь как живой, что особенно заметно на контрасте с роботами. Можно в прямом смысле побыть в шкуре кота, мяукать, точить когти, тереться о ноги прохожих или спать, свернувшись клубком. Просто так, безо всякой надобности для прохождения. Выглядит все это настолько реалистично, что множественные восторги кошатников в Steam становятся вполне оправданными. Открытого мира же здесь нет, хотя в некоторых больших локациях будет дана некая возможность поисследовать, из-за чего складывается впечатление, что мир достаточно большой. Дома с квартирами, бары и магазины на узких улочках, подворотни, уютные крыши, все шикарно проработано. В игру действительно погружаешься и хочется исследовать этот игровой мир полностью. В каждом доме, будь то жилое помещение, бар или библиотека, каждая книжечка, каждая бутылочка расположена на своем месте, и с некой кошачьей любознательностью это все хочется рассматривать и сбрасывать с полок. А также есть несколько нюансов, выгодно отличающих этот город от того, что можно увидеть в других играх. Ну, во-первых, это ракурс, с которого игрок изучает окрестности. Коту открыты многие пути, недоступные более крупным созданиям, поэтому частенько приходится лазать по трубам, полкам, перилам, шкафам, крышам и прочим обычно редко встречающимся местам, что вносит изюминку в исследование. Во-вторых, дизайн города в Stray проработан до мельчайших подробностей. Игра выглядит выше всяких похвал, как с точки зрения технологий, так и в плане стилистики. У каждого уровня, будь то мрачные трущобы или светящийся неоном городской центр, есть узнаваемый образ. И даже несмотря на линейность локаций, ощущение присутствия в настоящем городе полное. Ну а если особо не торопиться, игра проходится за один вечер. Но по секрету, только тебе игру можно пройти быстрее, чем за 2 часа. В игре есть даже такая ачивка. Но все-таки за это время игра нам покажет разнообразные уровни и множество ситуаций с простенькими головоломками. Ну и конечно же, как я раньше уже сказал, мы играем за кота, соответственно, все наши умения фактически сводятся к бегай, прыгай и лежи клубочком. Можно еще мяукать, царапать всякие поверхности, спать и тереться об роботов, вызывая у них дикий восторг. А вот наш друг-бот, которого мы найдем во время игры, умеет немного больше и полезнее. Переводить речь, включать фонарик и подбирать предметы. Во время всей игры нам предстоит изучение трущоб, его жителей, побеги от хедкрабов в канализации, а также стелс. И главное, все это интересно исследовать и играть, фактически не отрываясь. Но все же, если посмотреть с другой стороны на геймплей в этой игре, то наш кот совершенно ничего не умеет. В игре нету свободного движения, все прыжки, залазы, зацепы заскриптованы. И сделать можно только в определенно предусмотренных местах разработчиками. То есть я попросту не могу залезть куда хочу. Точно так же, как и невозможно умереть в этой игре. Здесь нельзя упасть с уступа и разбиться. Точно так же, как и нашего котика не могут раздавить эти в сравнении с котом большие роботы. А главными же врагами в игре являются зурки, которые появляются пару раз. Все, что с ними связано, это коридор, через который нужно перебраться от точки А в точку Б путем чаще всего побега. Как я раньше уже говорил, в игре есть стелс, который здесь просто бесполезен настолько, насколько только может быть бесполезным. Для чего вообще это сюда засунули? Врагов можно просто пробежать по фасту, вот так как на видео, и все проблемы. Ну да ладно, самое же интересное в городе это, конечно, его жители. Почти у каждого из этих роботов есть небольшая история или проблема, с которой он готов поделиться с главным героем. Некоторым даже можно помочь ради продвижения по сюжету или даже просто так. Например, есть такой уличный музыкант, которому нужно принести ноты. И если их принести, он сыграет нам новую песенку.
Однако, если взглянуть на местных обитателей чуть пристальнее, то заметно, что они представляют собой не что иное, как пародию на обычных людей. Их занятие лишь видимость жизни, а появление кота в городе переворачивает размеренный быт, больше похожих на день сурка. Бесконечный отыгрыш одних и тех же ролей без внятного смысла, в отличие от сюжета, про который я ничего почти сказать не могу, потому что последует множество спойлеров. Скажу только, что сюжет в игре хороший, и пропустить его точно не выйдет. По нормам инди-играм он вполне неплох. Финал очень трогательный, больше говорить ничего не буду, дабы не спойлернуть. Ну и конечно же, в каждой уважающей себя игре в момент релиза присутствуют баги. Наш рыжий кот этого стороной не обошел, и во время игры мне несколько раз удавалось упасть за текстуры карты или увидеть вибрирующие предметы. Но даже среди них есть веселые моменты, от которых на душе хорошо. А также здесь имеется множество приятных мелочей, таких как игра в бильярд, печать на клавиатуре, пакет на голове, возможность испить воды и, свернувшись клубочком, поспать. Кстати, игра только недавно вышла, но уже множество моноделов выразили свою больную фантазию в модах. Теперь, благодаря модам, можно начать играть за Гарфилда, свинью из Майнкрафта и Сиджея. Боже, как тебя жизнь покарала. А также можно портить воздух путем пуков. Или вместо мяуканья звать Джейсона. Подводя итог, могу сказать, что игра действительно хороша, и безусловно, это будет одна из лучших игр этого года. Но все же это не прямо уж шедевр, и хайп вокруг нее не оправдан. Это отличная инди, пускай одноразовая. Как по мне, игру совершенно незаслуженно стали все хайпить. Для инди-бродилки на вечер она достаточно хороша, но не более. Просто я достаточно много почитал обзоров, и практически все твердят, что это лучшая игра года, чего я просто не понимаю. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, данное чересчур ужасное видео вам понравилось. Рассказывайте своим друзьям и пейте кока-колу. Всем огромное спасибо и всем пока.